Чем дальше, тем больше зреет понимание того, что только на китайских автомобилях нам не выехать. Их присутствие в нашей стране полностью зависит от внутрикитайских условий. Выступая на недавней пресс-конференции, президент Российской ассоциации автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин не излучал оптимизма, хотя и не впадал в уныние. Он поделился рядом наблюдений, некоторые из которых я бы хотел прокомментировать. Сегодня на российском рынке представлено почти 60 китайских автомобильных брендов. Казалось бы, отечественным дилерам удалось заменить ушедшие мировые автоконцерны почти равным количеством китайских. Но это впечатление поверхностно. Начнем с самого актуального – цен и конкуренции. Даже когда на рынке были европейские, японские и корейские производители, конкуренции практически не было, потому что регулирующая рука рынка работает только в теории. Автопроизводителям и дилерам удавалось постепенно повышать цены на автомобили без особого шума, чтобы никто не демпинговал, а общие доходы росли. Сейчас ожидать возвращения цен на разумный уровень наивно, даже если появится 100 китайских марок. Если японцы и немцы умели эффективно опустошать покупательские кошельки, то китайские производители справляются с этим не хуже. Еще наивнее было бы ожидать вмешательства ФАС. Если даже на заводе лакокрасочный слой ложится неравномерно, то что сейчас можно говорить про автомобили, привезенные в Россию через 3-4 страны? Не вовремя обнаруженные проблемы с кузовом могут обойтись очень дорого. Ремонт даже самой небольшой детали кузова вместе с покраской начинается от 10 тысяч рублей и выше. Не говоря уже о том, что любой кузовной ремонт значительно снижает цену автомобиля при продаже. Отличный способ проверить состояние кузова автомобиля самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних компаний, это измеритель толщины покрытий Car-Sys Автоподбор. Сделано в России, город Омск. Работает по черным и цветным металлам. Распознает специальную магнитную шпаклевку, а также имеет индикатор цинка. Если на автомобиль поставили неоригинальную деталь, вы об этом узнаете. Диапазон измерений до 3500 микрон. Скорость измерения всего 0,4 секунды в турборежиме. Имеется функция автокалибровки, а также пожизненная гарантия и поддержка на русском языке. И что самое интересное, сейчас на Озон любой из толщиномеров от Car-Sys можно приобрести с хорошей скидкой. Если не знаете, что подарить мужчине, это отличный подарок. Кроме того, ситуация на рынке нестабильна. По словам господина Подщеколдина, многие китайские бренды не используют традиционные формы работы с покупателями, такие как дистрибьюторы и официальные шоурумы. Их продажи невелики, перспективы туманны. Задача заработать здесь и сейчас, а затем уйти. По предположениям Подщеколдина, на рынке останутся 10-15 крупных китайских брендов, такие как Havail, Chery, Geely и Changan с их суббрендами. Нам это не сулит ничего хорошего. Дилерам выгодно сотрудничество с крупными поставщиками, без мелких и неорганизованных игроков. Они хотят снова стать каналом, через который будут поступать автомобили. Даже если останутся 1,5 десятка китайских брендов плюс несколько отечественных, ничего страшного. В США, например, рынок в 10 раз больше, а представлено всего 44 бренда и все нормально. По мнению автодилеров, для цивилизованного рынка федеральные власти должны создать выгодные условия для китайских производителей, чтобы те организовали в России сборочные производства и выпуск комплектующих. В качестве стимулов предлагают отмену или возврат утилизационного сбора, налоговые льготы. Однако это напоминает ситуацию с предыдущими партнерами, когда мы представляли им все возможные льготы, а затем остались без производств комплектующих и технологий. Напомните, кто там даже на своих ошибках не учится.